Друзья, всем привет! Как я докатился до такой жизни, я не знаю, но я сижу вот на русском водохранилище, у меня в руках зимняя блесна. Сегодня буду показывать вам, как, да и сам смотреть, что сказать. Я первый сезон ловлю со льда, уже было пару выездов у меня за окунем. На самом деле я не думал, что это так интересно. С собой у меня подводная камера, и вот сидеть и смотреть, как окунь клюет на блесну под водой, как он собирается, как атакует, мне прям очень нравится, и я готов сидеть, смотреть. И давайте вам покажу, надеюсь, вам тоже понравится. Ну, only spin, да, only spin, но вот дошел я до такой жизни, сижу, метель ужасная, ветер, снег, но под водой все замечательно. Давайте смотреть, пройдусь, посмотрю какие-нибудь места прикольные. Потому что когда ты ловишь там с лодки летом, ты себе как-то представляешь, вот, что творится под водой, но только камера покажет, что там на самом деле. И, на мой взгляд, это очень интересно. Начну я вот с блесенки такой маленькой. Дядя Саша Халуев мне ее презентовал на прошлой рыбалке. Теперь моя любимая блесна. Такая маленькая, прям, ну, произведение искусства. Ювелирная какая-то вот такая работа. Будем сейчас на нее ловить окуней. Вот я уже пробурил несколько лунок. И вот сейчас нашел прикольное место. Пень большой на дне. Здесь вход в залив. Давайте отсюда начнем, будем искать окуня, будем смотреть, как он реагирует на блесенки, как это происходит все. Смотрите. Так, вот пошла запись. Подводная камера, видите вот этот пень. Я пробурил две лунки. Одна лунка, туда я опустил камеру, и рядом я пробурил, вот сейчас туда опускаю блесну. Уже направил камеру на блесну, настроил все. Так, вот появилась блесна, сейчас чуть подправим, чуть, вот, чтобы в центре была. О, уже окунь стоит, смотрите. Так, сейчас вот, оп, для синхронизации, раз. Смотрите, уже два окуня стоит. Тут опасно ее опускать прямо на дно. Обычно стучишь по дну, но здесь что-то мне страшно. Боюсь оторвать. Она у меня в единственном экземпляре, эта блесна. Так, вот смотрите, как собирается окунь. Подходит. Здесь, может быть, из-за того, что пень с одной стороны, я предполагаю, не так хорошо видно блесну ему. То есть, когда на каком-то открытом пространстве, он со всех сторон может ее увидеть, почувствовать боковой линии, как это происходит. А здесь вот с одной стороны пень, и он закрывает. То есть, видите, они, получается, и подходят, а вот они с открытой стороны. Леска вот сейчас цепляется за снег на лунке. Блесна чуть собирается, окунь собирается. Ну вот сколько я смотрел, наблюдал за поведением окуня, как он собирается, нужно какое-то определенное количество, часто бывает, чтобы подошло. И появилась конкуренция такая. И тогда он заводится и начинает клевать. Смотрите, что-то ему не нравится, отворачивается. Сейчас непонятно, что с активностью окуня. Очень сильный перелом погоды. Вчера светило солнце. Ветра практически не было. Сегодня метель, просто ужасная погода.
Ну вот пока... А, вот, смотрите, с другой стороны начинает подходить. Опа, есть. Есть, друзья, смотрите. Казалось больше, согласитесь. Вот смотришь под воду, кажется, ну, размер окуня, я думал, больше. Я вот сейчас выпустил. Не знаю, кстати, вот насчет отпускания именно вот в ту лунку, когда ловишь. Так, что-то у меня тут перепуталось. Так, опускаем. Смотрите, еще стоит, ждет. Одного вытащил. Опа. Блесна появилась. Оп. Подходит оно. Опасно сейчас было, согласитесь. Ого, смотрите, сколько он с другой стороны ведь. Камера закрывает. Вот это уже готов схватить, мне кажется. Чуть повыше ее подниму, чтобы ему удобно хватать было. Но, смотрите, прям почти уткнулся. Развернулся, ушел. Ну, на самом деле, я, как уже говорил, первый сезон только ловлю, поэтому я еще не уверен во всех своих действиях, друзья. Правильно ли я там дергаю, так ли надо. Ну вот смотрите, отвернулись, посмотрели и ушли. Что-то не понравилось. Вот опять подходит. Вот сейчас блесна в камеру прям полетела. Ну, было много, вот сейчас разошлись, но все равно заинтересовавшиеся есть. Вот как вы думаете, сколько надо лунку раскачивать вот так? Сидеть, ждать. Ну, обычно, когда я с практиком вот ловлю, ну, опять-таки, ай, да, тут опасно. Опасно постоянно. Наверное, придется пересаживаться сейчас на другую лунку. Я просто вот показать вот эти пни, очень колоритно, мне кажется, это выглядит. Здесь вход в залив. И вот прямо на входе несколько пней таких. Но вот один остался. Один и прям он пассивный, не двигается даже. Сейчас вот такими большими взмахами немного попробую его, может быть, с дальних откуда-то рубежей приманить, чтобы он почувствовал. Но нет. Нет, нет. Да, вот смотрите, я поворачиваю камеру, чтобы посмотреть. Он прям... Ну вот есть какой-то, это, мне кажется, совсем мелкий. Похоже. Вот еще пень, смотрите. Сейчас поворачиваю камеру. А, здесь вплотную прям. Вплотную еще один пень. Смотрите, какой колоритный пейзаж на дне. И огромные пни, оставшиеся здесь, я так понимаю, со времен, когда росли деревья. Ну вот
подошли, один клюнул, все остальные ушли. Наверное, сейчас, друзья, давайте перейдем. А, нет, он хотя подходит. То есть можно раскачать все же. Вот это выглядит таким прям боровичком. Но тоже уходит. Что-то не нравится. Ладно, давайте, я предлагаю пересаживаться. Будем искать активного окуня. Так, друзья, я ушел в залив. Вот смотрите, там выход из залива. Здесь узкий залив уходит. Здесь ветер не так дует. Там на ветру очень некомфортно сидеть. Давайте здесь забуримся. Будем смотреть на подводный мир одного из заливов. Вот, друзья, я переместился в залив. И чаще всего дно выглядит... О, плотва прошмыгнула. Смотрите, в заливе. Чаще всего дно выглядит вот таким образом. Вот смотрите, как много вот таких рытвин. Рытвины какие-то непонятные. Кто знает, что это такое? Вот я не знаю. Все усеяно. Все дно абсолютно усеяно такими рытвинами. Перехлестнулась блесна. Вот, смотрите, как он собирается так же. Но вот это, мне кажется, мелкий окунь совсем. Собирается, вот блесна приманивает его. Здесь как раз, я думаю, ему хорошо. Хорошо он с большого расстояния ее видит. Здесь нет никаких препятствий. Сейчас чуть камеру подвинул. И он должен его с большого расстояния видеть, приманивать, собирать. Должен интересоваться, что происходит в его заливе. Что это там? Интересное такое. Вот иногда полезно бывает по дну так постучать, да? Вот он сразу выходит. Вот это прям, о, смотрите, молниеносно. Это прям агрессивный. Ну, поклевка будет. Опять перехлестнулся блесна. Собирается все больше и больше. Вот, как я до этого говорил, должно собраться определенное количество, критическая масса, и он начнет клевать уже. Будет чувствовать конкуренцию. И уже на перегонки, кто быстрее. Но это совсем мелкий окунь, мне кажется. В камеру смотришь. Пропорции даже вот. О. Чуть буду поднимать блесну. Смотрите, сколько туда. Вот это. Смотрите. Вот. Один отгоняет другого. Но при этом еще никто не решился на поклевку. Опа, мимо. Вот этот, оп, есть. Да, вот такого размера окунь. Совсем мелкий. Тройник полностью заглотил. И сейчас вот я замечал, что он сейчас заведенный, такой вот агрессивный. И надо как можно быстрее отцепить и опустить. Тогда есть вероятность, что он сразу остальные тоже клюнут. Они еще готовы. Вот, кстати,
клюнул, когда я начал мелкие подбросики такие делать. Оп, мимо. Ну это совсем мелочь. Далее ухожу искать активного окуня, потому что один с лунки это вообще никуда не годится. Прошел вглубь залива, но там вода сильно мутнее и у окуня практически не было. Потом прошел значительное расстояние, пытаясь найти окуня за поворотом, чтобы спрятаться от ветра и усиливающегося снегопада. Затем я уже решил возвращаться, но все же еще раз заглянул на место рядом с пнями. Это кадры как раз оттуда, но штатив с камерой я уже собирать не стал, поэтому комментирую уже при монтаже. Вот только что окунь попробовал тройник, и если бы я подсек в этот момент, то наверняка поймал бы его. Интересно наблюдать за ним дальше. Заинтересованность к блесне он не теряет и далеко не отходит. В какой-то момент блесна падает прямо на него. Он пугается и отскакивает от нее, причем довольно далеко, но тут же разворачивается и начинает снова медленно приближаться. Но он уже не ближе остальных к блесне. Вдруг вообще куда-то наверх смотрит, но затем не выдерживает и резко атакует. Первый окунь с этой лунки есть. Отряд не заметил потери бойца, и остальные медленно расплываются по сторонам. Я освобождаю окуня и отпускаю в ту лунку, где у меня расположена камера. И он, уплывая, задевает провод. Опускаю блесну, но она уже не попадает в центр кадра. Поправляю камеру, и в какой-то момент она резко падает на дно. Смотрите, как они разбежались. Сейчас сделаю обзор по кругу. И тут как раз хорошо видно два пня на дне, рядом с которыми я начинал сегодня ловлю. Как видно, весь окунь отошел на приличное расстояние, и в зоне видимости его нет. Но вот я настраиваю камеру, опускаю блесну, успеваю сделать 3 коротких взмаха, как откуда-то со стороны пней выскакивает активный окунь. Выскакивает окунь и хватает блесну. Ну вот уже преодолел это наваждение с одним окунем из лунки. Можно ловить дальше. Тем более уже и остальные матросики подтягиваются к лунке и ждут, пока я отцеплю их другана и снова опущу блесну. Как только она появляется в воде, они тут же начинают к ней приближаться. Но на атаку пока никто не решается. Давайте посмотрим, что будет происходить дальше. Интересующихся рядом с блесной все больше. Конкуренция усиливается, и сейчас наверняка кто-то не выдержит. Блесна подлетает раз за разом, отклоняясь в сторону и медленно возвращаясь в первоначальное положение. И вот самый смелый пытается съесть тройник, и даже не один раз, но промахивается, а затем уходит в сторону. Следующий, уже более решительный, и с первого раза садится на крючок. Продолжаю ловить окуней с этой же лунки. Как видно, они все примерно одного размера. Как вдруг опять же таки со стороны пней очень активно подлетает окунь, явно крупнее, и распугивает собравшихся. Еще один взмах, и он на крючке. Друзья, а теперь мне нужен комментарий от вас. Это первое видео подобного плана. Лично мне очень нравится наблюдать за поведением рыбы, смотреть, как она реагирует на те или другие приманки. Напишите в комментариях, стоит ли продолжать делать видео подобного формата. Все же канал Only Spin. А тут окунь на блесну со льда. Но пока зима, почему бы и нет. Что скажете? Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья. Скоро увидимся.